Фундамент хутора Мартила, озеро Аскариенjärvi. Мы подходим к этому озеру, и вот здесь остатки сельскохозяйственного строения. Вот эти вот зубчики встречались уже при других руинах. Там на горе тоже какие-то развалины есть. Очень живописно здесь. Это вот, наверное, сам дом был. Вот ограда была. Вот прямо за хутором озеро. В переводе оно означает озеро забот, озеро дел. Там из него вытекает протока в другое озеро. Там скалы. С той стороны должен быть подход к ним туда с дороги, с той стороны. И стояночка, и купаться там можно. Рядом с другим озером Кемпиланjärvi находится фундамент дома Икконен. Один из многочисленных фундаментов. Вот там еще. Я, конечно, все посещать не буду, вот только который прямо у дороги он стоит. Вот, с дорогой. Вот его посещу. Колодец сохранился. Здесь боев не было. Эти земли уже отошли по мирному договору. Вот те же зубчики. Та же сельскохозяйственная какая-то штуковина. Вот тоже такое типа. А, это, возможно, поилки для скота. Поилка для скота, да. Вот тоже вот какое красивое дерево на фундаменте. Вот здесь вот, видимо, сам дом был. Вот ступени. Вот фундамент. Кирпичи там Мисуо. С кирпичного завода в там Мисуо. Елки теперь растут здесь. Кто-то здесь изрядно покопал. Сделали кирпичи.
После этого мы пошли и посетили два других озера. Первое озеро Саар-Лампи, или же Островной пруд, имеет большой скальный обрыв и небольшой красивый островок под ним. Нас поразил также девственно чистый мох на вершине скалы, по которому видно, что не ступала нога человека. После этого мы увидели лесовозную дорогу и, пройдя по ней и немного по голым скалам, вышли к интересному озеру Лёйтсиярви, название которого переводится как «Озеро Открытий» или же «Найденное озеро». В этом случае его название совпадает с современными. Мы заночевали на небольшом бараньем лбу, сделав дикую стоянку, и на следующий день пошли уже к другим озерам, попутно встретив еще одну стоянку на этом озере. Озеро Ляютсиярви или Найденное. Такая небольшая скала, бараний лоб, с него пришла, можно идти купаться. А там вот еще более интересная скала. В той стороне. Название следующего озера Кайт-Лампи переводится как «узкое озеро». Действительно, оно довольно-таки небольшое. На берегу его расположена сплавина, которая держит вес человека. Мы не нашли там никаких стоянок и заходов в воду цивильных. Кайт-Лампи, узкий пруд. Следующее озеро. Живописное, но без таких интересных подходов. Ни одной стоянки не обнаружено. Там поинтереснее на том берегу. Камень. Больше сосновый именно лес. Здесь еловый, а там сосновый. На восточном берегу. Мы сейчас на западном его берегу. Вот. Ну, здесь еловый у нас лес. А на финской карте здесь, по-моему, болото вообще обозначено, небольшое озеро. На той стороне нет ничего. Болото. Выйдя позже на цивильную дорогу, мы подошли к следующему озеру Сювялампи, или же Глубокому озеру. Типичное название для многих финских озер. Оно самое живописное и с хорошими подходами. На нем есть несколько стоянок. В восточной части его расположена большущая отвесная скала, которая уходит прямо в воду. Озеро Сювяярви. Глубокое озеро. Хороший заход. По тропинке сюда можно дойти от дороги. Здесь покупаться. Вот там вот тоже, мне кажется, можно туда пройти. Бараньи лбы такие хорошие. А вот здесь огромнейшая гора будет. Даже на квадроцикле сюда заезжали. Вид на озеро с горы. 74 метра. На озеро Сювяярви.
Далее мы вышли из леса и ступили на красивое поле, расположенное на месте бывших деревень Пихкала и Теревеля. Любопытно, что угодья деревни располагались на месте бывшего озера Пихкаланьярви. Слово «пихкала» переводится как «смола» или «живица». Озеро было осушено в 1927 году, а в 1937 году в деревне проживал 171 человек. В деревне был свой магазин и своя школа. После уничтожения деревни в результате ее советского освоения единственными достопримечательностями остаются каменный финский мост с сохранившейся датой постройки 1929 год, как раз после осушения озера, а также огромнейшая береза, растущая прямо на фундаменте. Пройдя через несколько еще действующих садовых участков, расположенных в восточной части бывшей деревни Поринкюля, мы двинулись назад, к озеру Пораваланьярви, название которого можно перевести как «Беличье озеро», попутно увидев около дороги пробегающего лося, а также двух лебедей.